Sol. It's partly the symmetry of the square, and partly these figures here with no heads. Плаза Майор в Мадриде была построена в середине XVIII века. Она в плане своем она представляет практически полностью симметричный квадрат, и архитектурно здания по всему периметру площади очень сильно связаны между собой, и в принципе практически вся площадь была построена в один приход. Любопытным моментом является то, что вот протесты в рамках этого движения за площади, которые происходили в том числе и в Мадриде, не происходили на этой площади, а происходили на гораздо более открытой и не настолько архитектурно однородной площади Плаза дель Соль. И, в общем-то, причина, по которой Оуэн хочет начинать именно с этой площади, является с площади Плаза Майор, является то, что она является настолько симметричной, настолько характерной. Now, the sort of politics that was happening in places like the Plaza del Sol and in the movement of the squares in southern Europe was quite explicitly anti-capitalist, and I think that's worth bearing in mind. The later emergence of parties like Podemos in Spain and obviously Syriza in Greece, much less successfully so far, it essentially emerges out of these movements to a large degree. But the reason I like these headless figures is it sort of gives a sense that these squares are places where things like this happen, where the heads of monarchs are severed from their bodies. Ну а еще одной причиной, по которой Оуэн решил пойти с этой площади, я извиняюсь, я забыл ее назвать вам сразу, это причина, в общем-то, то, что на предыдущем слайде вы видели, это три фигуры совершенно без голов. И важным моментом для понимания движения за площадью является то, что все эти движения были в большой степени антикапиталистическими, и они являлись такими прародителями современного движения Подемос в Испании и в какой-то степени менее успешного движения Сириза в Греции. Вот. Но и, собственно, почему Оуэн обращается к этим площадям? Потому что вот эти традиционные симметричные абсолютистские площади — это именно те площади, где происходит то, что изображено было на прошлом слайде. То есть это площади, на которых монархи лишаются своих голов. So, obviously, Nicholas II didn't lose his head in the public square. He got shot in a basement in Yekaterinburg. But these sort of cities of absolutism obviously include Paris, Rome to a degree, Vienna, Madrid, but most of all, probably, the most kind of extensive project of enlightened despotism expressed through town planning is obviously St. Petersburg. Вот, ну, собственно, вы видите площадь в Петербурге. Николай II, разумеется, не потерял свою голову на этой площади, он был застрелен в подвале под Екатеринбургом. Вот, но, тем не менее, нужно понимать, что в Европе есть несколько городов, которые в большой степени в которых нашло свое отражение абсолютистская архитектура. Архитектура, посвященная абсолютизму, это такие города, как Вена, Мадрид, Париж. И таких городов достаточно много, но, наверное, самым полным воплощением посвященного абсолютизму в архитектуре, самым широким приложением этой идеи к городу является, несомненно, Санкт-Петербург. So, in the planning of St. Petersburg, and particularly in its squares, and most of all the Palace Square, there is an excess of space that I think goes further than anywhere else at the time. An enjoyment of sort of huge empty, sort of almost deliberately lifeless spaces. And from quite early on, there was a risk that these might become politicized spaces. Для площадей Петербурга в гораздо большей степени для любых из площадей, посвященных абсолютизму, характерно наличие огромного избытка пространства. Это очень большие площади, и этого пространства там настолько много, что в течение долгого времени существовал риск, что это наличие огромного пространства в какой-то степени будет использовано для политических целей. So there's a quite complicated dialectic with these spaces between, on the one hand, them being spaces of ceremonial power, spaces that exploit distance, that exploit scale, and exploit spatial domination in order, more or less, to make imperial subjects feel small, but that also, because of their centrality and because of their easy connection to the rest of the city,
are potentially usable for radical movements. Palace Square is probably the sort of most notorious example of this. It's probably the demonstrations of 1905, beginning with Bloody Sunday, which happened almost in this exact space where this picture is taken. И для площадей Петербурга, для площадей абсолютизма характерна такая своеобразная диалектика пространства, потому что, хотя с одной стороны эти площади были предназначены и служили для того, чтобы быть местом для такого церемониального выражения власти, для того, чтобы своим масштабом, своими дистанциями, своей архитектурой подавлять подчиненных империи. Тем не менее, именно из-за своего масштаба, именно из-за своего центрального, соединенного со всеми частями города положения, эти площади, и в том числе Дворцовая площадь в Петербурге, всегда также очень хорошо подходили для каких-то общественных форм выражения недовольства. И для примера, и для начала можно привести, например, события Кровавого воскресенья в 1905 году, которые произошли, собственно, на Дворцовой площади в Петербурге. So, parallel to this is the development by Napoleon III in France, particularly via Baron Haussmann, who he employed to remodel Paris, is the idea that large open spaces in an urban plan made it easier to crush revolutions. So Paris was specifically redesigned so that it would have these huge wide boulevards that you could aim fire down. And if you look at, the most obvious of these is the Place de la République in the east of Paris, which is very, very obviously designed. If you stand at the middle of the Place de la République, it's very obviously designed so that the police and the army can quickly suppress demonstrations. И в некоторой степени параллельным образом к упомянутой раньше диалектике этих пространств является их развитие, которое происходило во Франции при Наполеоне III, в особенности при посредничестве барона Османа в Париже, а это именно перепроектирование пространств Парижа, создание системы парижских бульваров, которые открытым образом и в значительной степени были спроектированы для того, чтобы иметь возможность подавлять революционное движение. Да, то есть открытые пространства, на которых армия, на которых полиция могут открыть огонь по демонстрантам. Это очень заметно и очень понятно на многих площадях Парижа, но в особенности это заметно на площади Республики в Восточном Париже, где видно, что если армия или полиция расположены на этой площади, то они легко могут направить огонь на демонстрантов. But as late as 1917, there is a sort of romance of barricade fighting and a sort of romance of the idea of this sort of massive crowd moving through the wide spaces of the city. It's debatable how much the events of 1917 actually took place in this manner. In October 1917, taking the telephone exchange from the railway stations was rather more important than mass demonstrations. But the labour movement that had emerged out across Europe since the late 19th century had used these sort of boulevard-like spaces and these wide spaces as part of demonstrations and pageantry and kind of expressions of the working class movement scale and power. So in 1917 there's a certain sort of romance of this. Although whether or not, probably only the July days in 1917 really fit the description. The July days is these huge, kind of quite untamed mass demonstrations that became very violent. But they have much less to do with the actual seizure of power. И к 1917 году появилась такая своеобразная романтика баррикадной борьбы на этих огромных открытых общественных пространствах. Хотя если говорить о событиях октября 1917, то является вопросом, в какой степени именно события на площади являлись ключевыми, скорее более важными для принятия власти был скорее захват почты, захват телеграфа. Однако так или иначе в рамках движения борьбы за права трудящихся, которое возникло по всей Европе, именно огромные открытые площади и бульвары
являлись в какой-то степени сценой для демонстраций, для проведения демонстраций и для того, чтобы показать, насколько велика и насколько крупна по своему масштабу сила, которая заключена в рабочем классе. И в принципе события июля 1917 года в какой-то степени являются именно демонстрацией этого момента. So a lot of the spaces I'm going to be talking about are spaces that one can say were sort of built for the expression of some kind of would-be revolutionary or communist politics. The only one I can think of that was built by